Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас очень интересная тема. Детство в 90-е годы в России. Я расскажу вам про этот интересный период детства в 90-е и поделюсь личным опытом, потому что да, я ребенок 90-х, лихих 90-х, как мы говорим. Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с фразами и словами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, заполняйте короткую форму ниже. Ссылка в описании под этим видео. Кроме того, если вы хотите получить скрипты к подкастам и аудиоформат подкастов, то вы также найдете все ссылки в описании под этим видео. А мы начинаем! Я подготовила презентацию, чтобы наш подкаст был структурирован, поэтому иногда я буду подглядывать. Да, подглядывать одним глазком. Одним глазком значит одним глазом. Чуть-чуть. Давайте посмотрим. Детство в 90-е годы в России — это особенный период, наполненный контрастами, дефицитами и, конечно же, приятными, добрыми воспоминаниями. Для кого-то это был очень тяжелый период дефицита, нехватки продуктов, а кто-то вспоминает этот период с теплом, любовью и ностальгией. Давайте начнем с первого пункта. Это быт и атмосфера. И одно слово, которым можно описать 90-е годы, это дефицит. Дефицит, да. Многое доставали, а не просто покупали. Сахар, колбасу, импортные продукты. Импортные продукты значит продукты из других стран. Импортные продукты, импортные игрушки было очень трудно достать, но возможно, скажем так. Я помню, как мои родители подарили мне на день рождения Микки Мауса. Вау, я была в восторге. Я была самой крутой девчонкой на районе, и до сих пор этот Микки Маус у меня остался как теплое воспоминание о лихих 90-х. Как-то так. И, конечно же, советская мебель, как без нее. Я постараюсь добавить вот сюда картинки советской мебели. Советская мебель, ковры на стенах — это все правда. У меня дома, например, в гостиной висел ковер на стене. Да, кошмар. Как вспомню сейчас, нужно было его снимать, пылесосить. Да, это было, конечно, весело. А летом мы всей семьей мыли этот ковер. Ковров в советских квартирах было очень-очень много. Везде были ковры. Кроме того, в 90-е годы была популярна стенка. Я добавлю картинку вот сюда. Вы видите, сейчас стенка — это огромный шкаф во всю стену. И там хранили сервизы, красивые чайные сервизы, хрустальную посуду. Например, у моих бабушек до сих пор сохранились такие стенки. И когда я прихожу к ним в гости, я вижу старые советские чайные сервизы, хрустальные бокалы. Давайте поговорим про советские игрушки и развлечения. Как же мы развлекались в детстве? Сначала поговорим про известные игрушки. Это, конечно же, тамагоча. Тамагоча — это такая маленькая электронная игрушка. Я добавлю картинку в виде питомца.
Это мог быть маленький динозавр, собака, кошка, абсолютно разные питомцы. И ты должен был кормить, мыть, играть с ним и заботиться о своем питомце как о настоящем домашнем животном. Это была потрясающая альтернатива для тех семей, например, которые не могли иметь питомцев. Возможно, у кого-то была аллергия. И это был потрясающий вариант, если родители не хотели покупать домашних животных своим детям. Тамагочи спасали всех. Я помню, что если ребенок забывал покормить своего электронного питомца, то он мог даже умереть. И это была настоящая катастрофа. Поэтому я помню, что иногда я даже просыпалась ночью, потому что мой питомец хотел есть, и я должна была его покормить. Я помню, что я очень долго мечтала об этой игрушке, но мои родители не хотели мне ее покупать, так как считали ее вредной, и у них было много на это причин. Но в итоге однажды они все-таки решили подарить мне тамагочи на Новый год. Это была очень интересная история. В детстве я верила, что Дед Мороз приходил ко мне, прилетал через форточку. Что они придумали, мои мама и папа? Они положили тамагочи под подушку, пока я спала, и нарисовали красные следы на одеяле от перчаток, точнее от варежек Деда Мороза. Моему счастью не было предела. Они также нашли снег и положили снег на пол рядом с кроватью. Я была в восторге, что Дед Мороз исполнил мою мечту и пришел ко мне лично. Вот такая история. Следующая игрушка — это Тетрис. Тетрис — это видеоигра, где фигуры из кубиков падают сверху. И нужно поставить их в ряд, чтобы они исчезли. Цель — не дать фигурам заполнить весь экран. Я добавлю вот сюда Тетрис. Я обожала Тетрис и постоянно в него играла. Давайте посмотрим на игры, которые были популярны на улице среди детей. Потому что дети 90-х проводили все свое свободное время на улице, во дворе. Я помню, что я обожала гулять во дворе со своими соседскими друзьями. И это было так весело. Если я хотела поесть или попить, я громко звала маму, кричала: «Мама! Мама!» И мама выходила на балкон и сбрасывала мне бутылку воды, например, или бутерброд. И все дети так делали. Представляете, весь день родители слушали наши крики. Но это было здорово. Я сейчас вспоминаю это с теплом в сердце. И первая уличная игра — это казаки-разбойники. Казаки-разбойники. Это уличная игра. Дети делятся на две команды — казаки и разбойники. Разбойники убегают и прячутся, а казаки их ищут и ловят. Следующая игра — это вышибалы. Вышибалы или выбивной, но обычно мы называли эту игру вышибалы. 1 или 2 человека кидают мяч и стараются выбить игроков, то есть попасть в них мячом. Если попали, человек выбывает. Обычно мы становились в круг и бросали мяч. Побеждает тот, кто остался в самом конце, остался последним, и никто не попал в этого ребенка мячом. Также была резиночка или игра в резинку. Резиночка или игра в резинку. Обычно девочки играли в эту игру. Была такая большая длинная резинка. 2 человека обычно держали резинку на ногах, а 3-й человек прыгал. Нужно прыгать по определенным правилам. Это похоже на танец,
и спорт. Следующая активность – это футбол между гаражами. Это обычный футбол, но не на стадионе, а между гаражами на улице. И вместо ворот использовали кирпичи и рюкзаки. Мальчики, да, обычно использовали рюкзаки вместо ворот. Летом многие дети уезжали к бабушкам и дедушкам в деревню. Это было лучшее время, потому что потрясающая погода, деревня, река, где ты можешь купаться, и огромный огород, свежие овощи, фрукты. Это было просто потрясающее время. Я помню, как мы доили коров все вместе, бегали по лужайкам, ходили купаться на местную речку. Было потрясающее время, и все были очень дружные, и все дети дружили вместе. Я помню, что у нас была огромная компания, примерно из 30 детей. Да, и мы играли в казаки-разбойники, играли в прятки и вместе собирали ягоды. Да, это было очень популярно. Я ненавидела работать в огороде и помогать бабушке в саду, но она меня мотивировала тем, что если я соберу много ягод, она отдаст мне целое ведро. Следующая секция — это телевидение и мультфильмы. Мультики шли по утрам, по выходным. Да, обычно по выходным. Утиные истории, Чип и Дейл, Черный плащ и черепашки-ниндзя. Кассеты также были очень популярны, и часто вся семья собиралась вместе, чтобы посмотреть записанные на прокат фильмы. Да, часто фильмы озвучивал один мужчина, и у всех актеров был один голос. Это было очень смешно. И девушки, и мужчины были озвучены одним мужчиной и, соответственно, говорили одним голосом. Это очень смешно. Также были популярны дневники, анкеты и, конечно же, жвачки с наклейками. Да, были популярны такие жвачки, как Love Is и Turbo. Love Is вы сейчас можете увидеть. Мы обожали эти жвачки, и я помню, что некоторые покупали эти жвачки огромными коробками. Если честно, нам были интересны не сами жвачки, а послания об этих жвачках. Я постараюсь добавить картинки вот сюда, чтобы вы видели. В каждой жвачке было особенное послание. Да. Были популярны анкеты. Например, когда дети во дворе играли или ходили друг к другу в гости, они обычно заполняли анкеты о себе. Любимое хобби, любимый цвет и так далее. Я помню, как мы с друзьями и подругами писали друг другу самые настоящие письма и отправляли по почте. Часто мы писали письма и красиво украшали конверты, клеили наклейки, рисовали различные картины и просто клали эти конверты в почтовые ящики. И так мы могли переписываться в течение нескольких месяцев. А в школе, например, мы часто обменивались записками. Телефоны только появились, и у многих не было телефонов, поэтому мы писали друг другу маленькие записки и передавали через одноклассников. Ну что, ребята, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока-пока, увидимся, хорошего дня!